Всем привет! Рядом со мной Евгений Близери, оффлейнер на Тосвинсере. Всем привет. Привет! Начнем с того, что в интернете не так много о тебе информации. Когда я готовилась к интервью, таких интересных каких-то фактов я о тебе не нашла, поэтому сегодня мы будем с тобой так обстоятельно знакомиться. Первое, что общее о тебе известное, это то, что тебе 23. Правильно. Ты играешь в Доту с 2006 года и живешь в Бишкеке. Все правильно. Получается, что в Доту ты играешь уже 12 лет. И это большая часть твоей жизни. Получается так, да. Да, интересный факт. Время немного относительное. Расскажи немного о том месте, откуда ты родом, о Киргизии и немного о своей семье. Кыргызстан очень красивая страна, у нас очень красивая природа, может, ты знаешь. Типа, у нас красивые горы, в общем, там именно по природе очень красиво. Конечно, город не сильно развитый, но в плане природы там очень красиво. По поводу семьи, я живу с мамой и с братом, старший брат, получается, ему 26. Мы живем втроем. Отец и мама развелись давно в детстве, но с отцом у нас хорошие отношения, мы продолжаем общаться. Живем мы втроем. Коты. И 2 кота, да, наши тоже мои братья. А брат играет в Доту? Нет. Вообще, что твоя семья думает о твоем выборе профессии по жизни? Это, честно, банально, как у всех. Я очень много играю, и где-то года 4 назад все думали, что ты фигней занимаешься, особенно отец, надо чем-то серьезным заниматься, то есть все образование, все дела, но я просто играл в доту. Получается, семья особо не поддерживала, не то, что не поддерживала, они просто не понимали этого. И вот как у всех, спустя как я начал зарабатывать деньги, какие-то зарплаты, призовые, они начали понимать, что это серьезное дело, и на этом можно заработать. Как-то так. Мама была против того, что ты не пошел в университет? Да, особо нет, если честно. Я просто уже в те времена, в 9 классе, я сказал, что нет у меня стремления учиться. Не хотел я как-то этого всего. Я сразу сказал, лучше давайте я буду работать, чем-то заниматься, чем вы просто за учебу заплатите деньги в никуда. То есть через силу тебя никто... Да, через силу меня никто не заставил. Я старался, конечно, они пытались что-то 1 год сначала ходить в школу, но я как-то забил. Хорошо. Спортом занимался? Спортом занимался, да, по детству. Я занимался боксом, когда мне было лет, наверное, 10, с 10 до 14 лет. Я как занимался, я 2 месяца похожу, 2 месяца не похожу, можно сказать, толком не занимался. Так для какого-то, не знаю, какой-то физической нагрузки я немного, занимался. У тебя сколько татуировок? По идее, 3. 3, расскажи их историю. Самая первая татуировка это была эта. Я ее сделал еще лет 6, наверное, назад. И именно этот девиз «Время не ждет» мой всегда был по жизни, что нельзя лениться, нужно все успеть, потому что время как птица, летит очень быстро. Это какая-то кыргызская народная поговорка? Нет, это просто я сам для себя. Это после какого-то момента произошло у тебя? Особо не помню, я просто так решил и захотел. Что все, не буду лениться, надо все стараться, чего-то добиваться в жизни. И все с этого момента я татушку сделаю. И она действительно, тебя, ты смотришь на руку и постоянно... Да. Сейчас уже, конечно, много времени прошло, я как-то особо не замечаю, но вообще в первое время, да, она очень. А вот это? 3, ты сказал 3. Тут... Почему ты сказал 3? Не, вообще татуировок, я имею в виду, эту за раз я сделал эту, да. Потом за раз эту и эту. А так вообще татуировок много у меня. Это роза, голубь, часы, и здесь типа природа. Это под тебя рисовали эскиз? Нет, я просто в интернете что-то нашел и выбрал, что понравилось. То есть ты в эту не закладывал какой-то? В это смысла не закладывал. Я сделал голубя и часы, время как птица летит очень быстро, что-то такое. А почему часы показывают 10? Не знаю, так просто картинка была, я такое время и выбрал. А ты хотел еще, забить? Я вообще хотел полную руку сделать, но получается, здесь должен был быть переход, но я просто не дотерпел, это очень сложно. Я эту татуировку делал 7 часов. Такого. Я, не выдержал, сказал, ладно, потом. Подожди, они же не делаются за 1 раз. То есть они Эту татуировку я за 1 раз сделал. Что-то жестко. 7 часов сидел. Обычно контуры бьют, потом Да, это долго все. Лучше за раз все сделать, чем потом завтра опять приходить туда и все это. Хорошо, будешь добивать? Думаю, да. В ближайшие 2-3 месяца, может, чуть больше, полгода точно я полностью добью. Мне прям нравится, я по татуировкам прям отлетаю. А может, ты не остановишься на одном рукаве?
Нет, наверное, одной руки достаточно будет пока что. Смотри, как этот скала Дуэйн Джонс, вот сюда, Не. вот так вот, Халк. Если я буду как скала, то тогда, может быть, пока нет, пока такой хватит. Первая крупная организация, в которую ты попал, была MVP. Но, насколько я поняла, ты не особо любишь говорить об этом периоде. Да, не то, что особо не люблю говорить, никто не спрашивал особо. В принципе, времена были хорошие, я много чего научился там. Да. За полгода, ну, реально, я чувствовал. Я на тот момент думал, что я очень хорошо играю, но спустя полгода я думал, что я, оказывается, полгода назад я вообще плохо играл. И как-то так. А расскажи вообще об этом опыте. Это довольно необычно, знаешь, для нашего менталитета, что команда уезжает на буткемп в Корею, живет там полгода. Это кажется дико огромным сроком. Расскажи об этом периоде. Не уставали ли вы друг от друга? Ну, не уставали, потому что, ты же знаешь, мы там были 5 кыргызов, мы были друзья, мы там знаем друг друга около 10 лет, поэтому у нас особо проблем не было. Тем более, я сам, получается, кореец, и с едой таких проблем не было, потому что я много ел корейскую еду, так что с этим проблем не было. То есть у тебя мама дома готовит корейский? Нет, не мама, у нас бабушка готовит и постоянно нам отправляет там корейскую еду. Я постоянно к бабушке там ездил, она готовит там все корейское. Она сама с Кореи. Ты говорил, тоже как-то упоминал, что у вас был такой стак друзьяшек, и что в конечном счете ты немного разочаровался в этой системе друзьяшковости, да, что это негативно влияет на результат. Да, это больше не плюс, а минус, потому что мы не можем друг другу ничего высказать напрямую. Не знаю, там проблемы были у нас в команде, там кто-то не играл, кто-то забивал, кто-то просыпал. Но я сам, конечно, просыпал там тоже, но это все из-за того, что все делают, и ты как бы тоже. И никто никому ничего не может сказать, потому что все друзья там, но в этом плане, да. Ну а сейчас по-другому? Ну, сейчас, да, более профессионально, конечно, да. Профессиональный подход, там, постоянные разборы. Вот, если сейчас сказать в MVP, мы даже особо, вот так как мы сейчас сидим, разбираем реплей, такого не было на тот момент. Мы просто закончили игру, проиграли, а там мидер плохо сыграл, там, оффлейнер плохо сыграл, я там сам плохо сыграл, и все, на этом все, разошлись. Слушай, ну а как вам организация, там, менеджер, что они вообще не контролировали? Ну, менеджер, да, там контроля не было, если честно. Он там, когда мы играли даже квалы на инт, он там играл в PUBG, в соседней комнате даже. Мы проиграли, он там особо нам ничего не сказал, ну, короче, да, так было. Да, но опыт получен. Ну, опыт, конечно, да. Потом ты попал в Вегу. Потом я попал в М19, команда. Я играл с Никсом, с Пикачу, с Мурелем и с Юми. Вот, первая такая, после MVP моя такая более нормальная команда. Но тоже особо результатов не было. После этого команда дисбандилась. Хотели собирать состав вокруг меня в М19, но мне поступило предложение от Веги, и я выбрал Вегу. У тебя есть девушка? Нет, нету. А был опыт таких серьезных отношений? Ну, если честно, прям таких серьезных отношений у меня никогда не было, не знаю. Так, максимум мои отношения длились там около 3 месяцев, что ли. Такое, больше я не могу, не знаю, не выдержу. А как ты вообще относишься к девушкам в киберспорте? Очень плохо. Почему? Ну, потому что дота и девушки – это несовместимое, реально. Девушке нужно, во-первых, внимание, а с дотой ты не можешь ей уделить внимание. Потому что если ты будешь уделять внимание ей, то меньше времени на доту. А чтобы быть лучшим, тебе надо минимум играть часов 10 в день, ну, как я считаю. Поэтому это несовместимое, как по мне. В жизни, ребята, должна быть только одна женщина. Либо это женщина, либо это дота. Да? Говорит, что да. В Веге вашим тренером была девушка Кипс. И мне хочется спросить про то, как 5 парней взаимодействовали с девушкой. Да, особо проблем не было, не знаю для кого как. Я, например, не считал такого, что вот, девушка у нас тренер, это все как-то стрёмно там. То есть, нет, я к ней нормально относился. Она много чего нам подсказывала, конечно. Но, не знаю, прям такого сказать, что она прям тренер тренером, я бы не сказал. Я считал ее больше аналитиком, там, она нам помогала в моральном плане. Ну, и, в принципе, как-то так. Но все равно, ты знаешь, сейчас понятие тренера, оно довольно размытое. Вот мы и с Магом об этом говорили в интервью, что некоторые делают упор там, на моральную составляющую, некоторые делают там стратегии, драфты, а некоторые вот просто как там Факин Мэтт, он и в топе ладера держался, и вот такой парень в мете соображает, и еще и психологически. То есть ты тоже считаешь, что тренер должен быть вот больше шестым игроком? Конечно. Вот мне кажется, очень важно, чтобы тренер был либо высокого рейтинга, ну, как Факин Мэтт в ладере, там, постоянно, он целый год, получается, с топов ладера не выходил никогда. Либо чтобы он был профессиональный игрок в прошлом.
Вот это очень решает, потому что он может какие-то спорные моменты там подсказать. По-любому споры бывают у игроков. Иногда ты споришь так, что ты не можешь доказать другому, что он не прав. И в этот момент тренер должен подключаться, ему объяснять как-то это все. Вот так помогать. Мы плавно подходим к тому периоду, когда ты попал в Нави. Как это происходило? Кто тебя позвал? Ну, если честно, я сам написал. Кому? Я написал Евгению Золотареву в Инстаграме. В Инстаграме? В Инстаграме, потому что я не мог его других контактов найти. В директ Джека возьмите в команду? Нет, я написал: здравствуйте, типа, меня зовут Евгений, такой-то игрок. Хотел бы попробоваться в вашу команду, я уверен, что я вам подойду, просто мне нужно пару игр теста. Я так ему написал. Ну здорово. Вот знаешь, многие просто зрители спрашивают, а как попасть к вам в команду? Как попасть на тест? Ребята, в директ Евгений Золотарев пишите, Джека бери в команду. Чем, например, бывают некоторые игроки, которые так никому ничего не пишут, до талого ждут, до конца ждут, что их там сами им напишут, позовут, там. Но бывает такое, что они просто не попадают в команду. Надо самому как-то двигаться. От того, что ты напишешь, тебе плохо не станет, ты хотя бы попробуешь. Да, лучше, знаешь, еще есть такая поговорка, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать. Все верно. Пожалеть. Так что вот, видите, просто одно сообщение решило все. А если бы не Нави, чем бы занимался? С кем бы играл? Ну, скорее всего, я бы продолжил играть в Веги. Мне, в принципе, новый состав нравился. Я играл с Мэджикалом, с Йолом, Зайцем и с Палантимосом. Но Magical тестился еще. Тестился, да. Но его уже хотели забрать, но в последний момент он отказался, потому что его позвали в Нави. Ну и расскажи о тесте. Ты пришел. Ну, в принципе, первые тесты прошли хорошо, не знаю, мы там много выигрывали в онлайне. Ну, все было нормально. Как тебе играть с Акбаром? Ну, хорошо, он сильный капитан, он очень много говорит по игре. Бывают некоторые моменты, что сложно, потому что он слишком много, он, получается, постоянно требует, чтобы мы что-то делали. Иногда это очень сложно. Но в целом плане он очень хороший капитан, сильный лидер. У тебя довольно-таки хороший английский. Я смотрела твое интервью с парнем с Join Dota. Вот, и ты так довольно бегло говоришь. Где научился? Ну, английский я изучал в школе, ну и ходил на курсы. Но еще, когда мне было лет, наверное, 11-12, я улетел в Америку учиться на полгода. Подожди, этого факта я не знаю о тебе. Ну, я особо не говорил так, но я вот полгода учился в американской школе, получается. По обмену, типа, был обмен студентами, я там попал в американскую семью, там, с еще одним по обмену. Он был из Германии. Вот мы вдвоем с ним жили в семье этой, получается. Ну и вот как-то там я... То есть вы жили в доме у семьи, Да. ты и еще студент из Германии, Да, из правильно? Германии, да. Ну и как оно было? Где вы? Вы в кантри жили? Ну, то есть в Не, городе? мы жили, да, мы были и во Флориде, город Дестин. Это прям курортный городок, там, короче, вообще ништяк. Классно. Ну, там классно, да, было. Конечно, я там вообще маленький был, если честно. Для меня это было что-то... Я тогда первый раз полетел на самолете. Ну, не первый раз, один, имею в виду. Там в 12 лет я полетел, то есть там еще летел 20 часов, что-то. Вот эти все пересадки, это вообще было что-то для меня такое стрессовое, так сказать. А твоей маме подкинули американского студента? Нет, такого нет. Мы просто в одну сторону. Да? Да. Ну и там ты апнул английский. И вообще расскажи о детях, о школе, что ты тогда вообще почерпнул? Ну, там еще у них как-то по-своему, да, атмосферно, там, то, что вот эти шкафчики, все вот это, как в американских, школе, да? Да, как в американских фильмах, вот это все было для меня прям такое классное. Плюс там еще ты сам выбираешь себе уроки, какие ты хочешь изучать, 7 предметов ты выбираешь. Короче, 4 из них были спортивными для меня. Я выбрал футбол, боулинг, потом что-то... Да, там даже боулинг был. Мы, получается, на перемене мы садились в школьный автобус, желтый, и ехали играть в боулинг. Боже, это как в Это вообще американских кайф, фильмах. да, я говорю, я тогда был в шоке, что происходит. Слушай, что так можно. Ты, наверное, приехал, и все твои друзья считали тебя сверхчеловеком. Да, так и было. Да, это прикольно. Там классно было, да. А хотел бы в Америку еще раз смотаться? Конечно. Но на тот момент, если честно, я не хотел там находиться, потому что, сам понимаешь, друзья там в своей стране, не хотел, там особо никого не знал. Но сейчас жалею, что я не остался тогда. Мне отец постоянно говорит: вот ты дурак, такой шанс, только денег отдали, типа ты там не зацепился. И я только сейчас понимаю, что реально так. Ну, ты бы не был дотером. Ну, да, с одной стороны, тоже Здесь видишь. бы не был. Знаешь, всегда хорошо, где нас нет. Да. То есть всегда классно. А вот если бы я был там, было бы лучше. На самом деле, надо ценить то, что имеешь. Согласен. Мудрость от нас двоих. Есть такое мнение, что все, кто попадает в Нави, чувствуют давление на себе со стороны зрителей, со стороны всех фанатов, хейтеров. Ты уже прочувствовал на себе, вот, когда вы играли, знаешь, важные игры за жизнь на квалификациях? Было ли такое, как это может, дрожь или
Ну, прям такой дрожи не было, но немного чувствовалось, конечно, давление. Я понимал, что я играю за ТЭК, который с 2011 года там был топовым. Я сам за него болел очень много, и давление немного было, но оно не сильно не сказалось, как мне на игре. Расскажи о том, как маг со всеми вами взаимодействует. Ну, он очень помогает по лейнингу. Очень много, он сам хардер, он мне иногда советует, какой там билд надо было сделать, скилл-билд. Я его иногда прислушиваюсь, иногда нет. Но по-любому, потому что когда тебе что-то говорят, ты не можешь просто взять и сделать так, ты должен сам чувствовать это. Поэтому иногда, если он что-то отдельное говорит, я прям понимаю, что это сработает, тогда я делаю. Если я немного сомневаюсь, то я все равно делаю по-своему. Ну так правильно. В принципе, он очень много играет 1 на 1 с нами, он тренирует нашего мидера, там, против Бруды мы там тренировались очень много, потому что Маг, сама знаешь, он там хороший игрок на Бруде. Как так помогает. Но это тот тренер, которого ты хотел? Ну да, думаю, да. Я думаю, что вы в дальнейшем чуть-чуть больше сыграетесь вместе, стимейтитесь. Конечно, конечно. До этого я играл там всяких бисмастеров, когда мета была терфильного хардера, я играл на бисмастерах, на думах таких. Извиняюсь. А сейчас более-менее мета... Сейчас. Ты же долгое время играл на четверке. Да. И вот только относительно недавно пересел на тройку. Ну как недавно, уже 2 года. Ну, так, чисто недавно. Недавно. А какая роль тебе больше нравится? Ну, конечно, роль тройки. Мне кажется, хотя, если честно, четверка сейчас тоже очень важная роль. Ну, блин. Вот так посмотреть за игрой FY, думаешь, четверка Да, самая да. интересная роль, на четверке по-моему. прям так, как он там ходить, всех убивать, короче. Но согласись, что хорошая четверка – это просто большая редкость и находка. Потому что, Да, наверное, согласен. одна из самых творческих ролей. Согласен, потому что на четверке ты должен коммуницировать со всеми 3 линиями. Это очень сложно, ты должен знать, где ты должен находиться. И не всегда ты бываешь прав, потому что все сложно очень все это всегда знать. Ты должен чувствовать это именно, что очень сложная роль, да. Считаю, самой сложной в доте на данный момент. Ну, а третья сейчас роль, она что-то между третьей, второй и первой. Да, ты такой же кор, у тебя там много фарма, надо в данной иметь. Так что да, это более такой кор, так сказать. У тебя есть мечта? Мечта, ну, как и у любого дотера, наверное, это International, это главный турнир, ради которого все эти годы ты там играл, ты хочешь его выиграть. А выиграв International, ты продолжишь свой путь? Скорее всего, да, думаю, да. Пока не потеряю интерес к игре, я думаю, я буду играть. Слушай, Жень, а спой мне чуть-чуть гимн кыргызского. Ну давай. Акмен гүлү асказолор талалар. Эли биздин жаны менин бар. Барабар.